Так, всем доброго дня. И начинаем очередной стрим за номером 58. Сегодня, будем надеяться, пройдет без музыкального оформления, не то что прошлый. К слову сказать, что было с прошлым стримом, я так немного и не понял. Откуда он брал эту мелодию? Почему именно ее? Зачем ее вставлял? Не знаю. Провел пару-тройку тестовых стримов после. И с изменением, и без изменений настроек. И ничего. Абсолютно ничего не играло, не звучало. Поэтому на всякий случай перезагрузил компьютер. Никуда не заходил. Ничего не делал, музыку не слушал. И посмотрим. Может быть, я надеюсь на это, этот стрим пройдет тихо и спокойно. Если вам есть что сказать, пишем в чате на YouTube под видео или во ВКонтакте. Просто оставляем комментарий. И через несколько секунд, плюс-минус, это самый комментарий попадет мне или не попадет. Сейчас надо одну ерунду проверить, как она работает. И как всегда, она и не работает. Ну да ладно. Как обычно, все тормозит. Ну да ладно. Тут поступил вопрос, почему я не ценю коммунизм. И, если честно, даже не знаю, как это все объяснить. Если взять Маркса, Ленина, Энгельса и прочих Писарчуков, то они все это описали красиво, но не учли один маленький, но очень важный момент. Это люди. И пока
человечество не научится делать генно-модифицированных людей не в плане там нос, рот, цвет волос, цвет глаз, а именно характер, цели, не научится делать таких людей в камерах, ну, в смысле, и химическим, физическим путем, а не как сейчас, мальчик-девочка, и не сможет массово отправлять людей в космос, эта идея останется просто красиво написанной сказкой для всяких жуков Климовых и им подобных. Ну вот смотрите, произошла условная революция. Народ поднялся, отверг власть капитализма и решил построить коммунизм. И, допустим, вот поколение, которое устроило эту революцию, решило, что все, будем строить коммунизм. Они отказались от того, чтобы были богатыми, и решили, чтобы все не были бедными, а были равными. А быть равным – это означает, что рабочий на фабрике, колхозник на селе, академик в каком-нибудь доме ученых, в каком-нибудь крутом, очень нужном на данный момент университете, институте, должны получать одинаково. Получать не деньги, потому что коммунизм не хочет денег, а хочет что-то другое. То есть вот они все поработали, каждый на своем месте, и после этого спустились в столовую, и вот за соседним столиком поели. Тут вот колхозник, тут рабочий, здесь академик. И надо, чтобы каша, супчик и все остальное, что они будут кушать, готовили одни и те же повара по одному и тому же рецепту. Нужен будет человек, который будет руководить заводом, где работает рабочий. Нужен будет человек, который будет руководить колхозом, где работает колхозник. Нужен будет человек, который будет руководить университетом, где академик работает. И нужен будет человек, который будет руководить всеми этими руководителями. И вот этот самый главный руководитель, равно как и другие руководители над ним, должны получать ровно точно такие же блага, как самый последний рабочий, последний колхозник. Иначе получается следующая картина. Какой-нибудь Вася Пупкин, колхозник, целый день ездил на тракторе по полю туда-сюда, пахал, сеял. Под вечер, разумеется, устал. И устал в прямом смысле, то есть ноги не ходят, руки не ручат. Пришел домой, поел, попил, валенки, потому что с утра опять за трактор и вперед. Рабочий тоже не так сильно, как Вася, устал, но тоже устал. Целый день у станка, на ногах, железку притащи, железку оттащи. А академик, да, он тоже устал, но он полдня просидел в кресле, думал, полдня просидел на стульчике, обсуждал то, что он надумал. Потом постоял, посмотрел, как чертеж нарисовали, правильно ли его поняли. Тут не так, здесь не это, тут исправить.
Ну, собственно, заходит к ним в столовую руководитель на 2-3 уровня выше, с какой-нибудь комиссии приехал, и просит заказ. А принесите мне крем-брюле, супчик ваш, кашки вашей, и давайте сегодня стейк хорошо прожарим. А почему стейк хорошо прожаренный, а колхозники с рабочими академиками котлетки едят? Не, ну понимаете, я руковожу большим объемом, сильно устаю, мне вот это надо. Положим, по штату. И все. Коммунизм отменяется. Вспомните историю Советского Союза. У кого-то денег было много, у кого-то денег было мало, всем хватало. А кто-то там наверху, единственное, что делал, с трибуны рукой махал, бумажки подписывал, руководил. И почему-то кому-то приходилось стоять в очереди, чтобы купить машину, а кому-то ее выдавали. Причем выдавали частную, выдавали служебную, выдавали и на то, и на сё. Чем вот этот, которому выдают и на то, и на сё, отличается от барина? Ему точно так же некогда пробежаться по магазинам, купить пожрать, сварить дома обед, ужин. Он же занят таким делом, что, скорее всего, ему и кухарка будет положена, и то и сё. И пройдет 20, 30, 40 лет. И новое очередное поколение скажет: пошли вы нахрен со своим коммунизмом и верните нам обратно капитализм. Да, я буду работать, я буду за это получать. Он не будет работать, и он не будет получать. Захотел заработать — заработал. Не захотел — не заработал. Решать будет уже сам человек или обстоятельства, в которые он попал. Поэтому пока нет ни одного удачного эксперимента, где какая-то страна продержалась бы долго, без Непманов, без капитализма, а чисто на своем коммунизме. И так, чтобы эта страна заняла какое-то, я не говорю первое, но хотя бы в лидирующую сотню попала бы. Можете рассказывать про Корею, про Кубу, про Китай. Да, согласен, в Китае руководящие партии — это коммунисты. Но тот коммунизм, который построили они, немного отличается от того, что строили у нас. И без капитализма, ну, это было такая же бы ферма, на которой выращивают рабочих, и все. Поэтому лично я считаю коммунизм красивой сказкой. И ничем более. Если кто-то умеет доказать, что это не так, и доказать не на словах, не на пальцах, то ради бога, пусть попробует построить коммунизм, пусть не в стране, пусть в отдельно взятой квартире.
в отдельно взятом доме. И посмотрим, как долго данное тело продержится без капитализма. Ну а теперь перейдем к вопросам, которые присылали вы. Сотни раз говорил людям, если вы присылаете какую-то даже очень понятную тему, снабдите ее ссылочкой. Вопрос пришел в таком виде. Царь-батюшка пародирует президента Пиццы Хат МГ. Если честно, сначала не сильно понял, про что. Погуглил, поискал. И случайно попал ролик с Михаилом Горбачевым недавно, закопанным, в рекламе Пиццы Хат. И где, интересно, царь-батюшка его пародировал. И вспомнил одну такую штуку. Горбачев приехал в Вашингтон, едет к Белому дому, и вдруг ни с того ни с сего останавливает кортедж, выходит к людям, которые там вдоль дороги стоят, одному пожимает руку, другому болтает, и все это разлетается очень быстро по всем телевизионным каналам, газетам. Вот, типа, смотрите. Наш Миша, что может? А? Молодец. А совсем недавно наш царь-батюшка современный Владимир Владимирович точно так же остановил кортедж, правда, не в Вашингтоне, у нас на Руси. Вышел, спросил, поговорил, сел, уехал. Лично я считаю, что это не пародия, не повторение. Может быть, да. Подобные воспоминания о Горбачеве всплыло где-то в голове у царя нашего. И он, а почему нет? Но с учетом того, что все подобное должно контролироваться как минимум десятком агентов ФСО, которые охраняют царя-батюшка от всякого разного, а времена нынче неспокойные. Я не хочу говорить, что все это было заранее спланировано, что все нужные люди были нужными людьми. Но лично у меня складывается именно такое впечатление. Может быть, я ошибаюсь. Скорее всего, да. А может быть и нет. По большому счету, какая разница? Новость, да, проскочила и убежала. И если сейчас попробовать ее найти, ну, скорее всего, будет где-нибудь на 3, 4, 5 странице в поисковой выдаче. Что, в принципе, означает, что она уже канула в небытие. Следующая новость гласит о том, что
Александра Гудкова за «Я узкий» могут посадить? Пришлось гуглить, искать, кто такой Александр Гудков, смотреть, почему он узкий. Пришлось послушать песню, которую он запародировал. Шамана, по-моему, «Я русский». И что я могу сказать по поводу обоих композиций? Говно. И я русский, и я узкий. Если честно, про этого Гудкова я узнал только что. Ну, не вот что прям только что. Я имею в виду, что вот, пришла новость, начал гуглить, искать, и я вот об этом персонаже узнал. Если он придет в суд с толковым адвокатом, и толковый адвокат объяснит, что я узкий и я русский, это два созвучных, но абсолютно разных слова. И если шаман прыгает по полю и кричит, что он русский, хотя пародирует внешним видом Негрилу из Лос-Анджелеса, то Гудков просто спародировал, просто посмеялся над этим шаманом, а не над русским. И вслед за этим заявлением на месте адвоката я бы просто-напросто взял и подал в суд на всех тех, кто начали кричать и орать: вот смотрите, Гудкова надо посадить, закопать, расстрелять, повесить, голову отрубить, пушку зарядить и на Украину выстрелить. Потому что вот именно эти персонажи и посчитали русских узким. И все. А могут посадить или не могут посадить? Могут. Вот герою следующего вопроса, Ивану Сафронову, 22 года дали. В вопросе ничего, просто шпион Иван Сафронов. И небольшая приписка. И эта самая небольшая приписка, чуть громкость на микрофоне убавлю, а то зашкаливает, по-моему. Это самая небольшая приписка, что посадили не за что, за выдуманные какие-то ерунды. За все то, что он сдал, он все взял в открытом доступе. Хочу расстроить данных персонажей, потому что Ивана Сафронову посадили не за выдачу каких-то секретных данных иностранной разведки. Его посадили, что такое, за госизмену. Да, все то, что он передал, было известно, было опубликовано, было в открытом доступе. Но данный персонаж знал, что он встречается с представителем иностранной разведки, передавал данные, но передавал неудачно. В том плане, что все то, что он передал, было и так у иностранных разведок. Если, конечно, они наши газеты читают, наши телеграммы смотрят, то все это они видели. Но так как данный персонаж начал работать на иностранные государства, значит он сделал государственную измену в своем лице. И именно за это его и посадили. Вот примерно вот так. А то, что где-то как-то что-то, это простые слова. Я не знаю, сидящим за госизмену
УДО положено или нет. Но если положено, выйдет лет через 15 и скажет вам большое человеческое спасибо. Если, конечно, вы его вспомните. А сдается мне, что максимум через 2 недели все плачущие по Ивану Сафронову не сразу вспомнят, кто это. Также скинули ссылку на запрет хиджаба в РФ. Ссылка, правда, была на запрет хиджаба в Мордовии. Вот здесь вот буквально километров 10 начинается. И если честно, я не вижу в этом ничего такого. Во-первых, хиджаб или паранджа по-другому — это закрывающий у мусульманских женщин платок, либо закрывающий лицо. Потому что у некоторых течений ислама женщина не должна показывать свое лицо. Я не знаю, есть ли такие течения в России, но сколько я не видел женщин с Кавказа, с тех краев, максимум, что на них было, это повязанный платок. То есть, если обратиться к исторической моде, то примерно точно так же ходили русские женщины, ну, скажем, 100 лет назад. В деревнях и сейчас так ходят. Запретили платок носить или именно хиджаб? По той ссылке, да, запрещено пользоваться мобильным телефоном и ходить в платке, который закрывает лицо. Поэтому я не вижу ничего такого в этом самом запрете. Ну, собственно, и все. Хотел сегодня еще показать распаковку одну, но Почта России доставляет. Очень приятно читать их Дураграм-канал, где они прям вот раз и доставили на электросамокате. Раз и туда доставили, и сюда доставили. Прям вот почитаешь, ну прям такие молодцы. А посмотришь в отслеживание трека какого-нибудь мелкого пакета из Китая. 2-3 дня до таможни на Внуково, сутки на передачу в руки Почты России, и ваша посылка будет доставлена через 33 дня. Может быть, если мы ее не потеряем. Да? Поэтому распаковки не будет. Интересных кино, сериалов. Ну, на данный момент смотрю, но про них я уже говорил, поэтому не буду. Ну и, собственно, все. Всем пока. Еще одну ерунду. Хотя ладно. Просто посмотреть, проверить, работает или нет. Хотя ладно. В любом случае, всем пока. Увидимся где-нибудь через 4 дня. Хотел, если честно, провести завтра стрим с презентацией Apple. Но, если честно, не буду.
Поэтому увидимся через 4 дня и посмотрим, предложит ли нам с той стороны моря что-то интересное, достойное. Или опять увеличим диаметр, диагональ экрана на 2 миллиметра. Все, всем пока. Лайкаем, комментируем. Ну, собственно, и все. Увидимся через 4 дня, а я пока все заканчиваю.